Это, возможно, последнее препятствие. Это верховье Калги. До озера совсем немножко осталось. Автомобильный мост надо форсировать. Надо посмотреть, где и как. Стоянка благоустроенная. Имеется холодильник, диван, телевизор. Отопление имеется. Печка русская. Вот он, самый первый порог на Калге. Обнести можно с правой стороны. Но есть еще и с левой, вон оттуда. Там, по-моему, дальше. Наверное, я сюда буду таскать. Вот куда ему сюда вот принесу, а дальше уже пойду против течения. Когда-то мост был здесь. Потом построили пониже. Но и тут мост уже нужно ремонтировать. Или новый строить. Это был обнос моста в верховьях Калги. Пошел по правой стороне. И тут оказалось не очень удобно канавы с водой. Вот сейчас я попробую по этим канавам выйти уже в саму реку. Так, вот. Лодка поместилась. Теперь бы мне как-нибудь в ней поместиться. Опа. Стоп, иди сюда. Ну, а теперь десантирование. Интересно, там можно вообще пробраться на лодке? Или придется обтаскивать какое-нибудь препятствие? Я же не посмотрел предварительно. Ага. Можно, оказывается. Вот тут место для обноса. Ну и теперь можно выходить в Калгу.
Оказывается, около моста это не первый порог. Вот выше еще есть один. Ну не порог, а такая шиверка. Сейчас ей придется проходить, бурлачить по этой мели. Ну что, иди, дружок, гуляй. Опа. Так. Давай еще. И раз. А вот дальше сложнее. Здесь кусты. Что ж, положу весло здесь. Придется по кустам пробираться. Опля. Вот тут вот очень неудобное место.
Так, вот кормой упираем пока сюда. И теперь надо сложный маневр вон до тех камней. Еще, чтобы лодку не отпустить. Ага. Ну вот. О, теперь можно сходить за веслом и двигаться уже дальше, как обычно. Ну вот, наконец-то озеро Песчаное. Это, можно сказать, Энгозеро. Надеюсь, что порогов, препятствий больше не будет. Это очень хочется. Потому что что-то уже устал. Сейчас лодку сюда перетащу и пойду искать стоянку где-нибудь подальше от дороги, то есть вправо. А нет, влево. Потому что справа там дорога проходит. Вон там даже стоянка. Это, наверное, с дороги выход есть. Вот так река Калга впадает в озеро Песчаное. Тут перепад примерно 2 метра. Когда-то здесь была плотина. Видать, регулировали уровень Энгозера. Вот все, что от нее осталось. Далеко не самый удобный обнос получается. Через эти дебри, кусты нужно вылезти в это болото, а уже потом отсюда стартовать дальше. Там за мысом станция Энгозеро. Это, наверное, мегафоновская вышка. Это еще какая-то. Здесь хорошо, тихо. Но мне сейчас предстоит повернуть туда влево и идти на какой-нибудь островок в Энгозере. Не сильно далеко от станции, ну, чтоб, как говорится, без посторонних.
Вот и кончилось лето, до свидания, Карелия. Вот и кончилось лето. До свидания, Карелия. Хотя до конца календарного лета еще целая неделя, но здесь, в Карелии, лето уже закончилось. Здесь уже начинаются осенние погоды. И как всегда, вот уже много лет мой поход завершается досрочно, раньше, чем я планировал. Ну, не могу я так. Я всегда прохожу маршрут раньше. Всегда хочется идти вперед, быстрее посмотреть, что там дальше. И когда я прохожу маршрут, я всегда стою перед выбором, что же делать дальше. Уехать домой, либо остаться еще на несколько дней. Вот и сегодня у меня есть время, у меня есть провизия, у меня есть готовая к длительному пребыванию стоянка в неплохом месте. Ну, поход уже закончился. Сейчас я словно бы на вокзале, просто в ожидании или просто выбирая поезд, на котором уехать пораньше или попозже. Ну, мыслями-то я уже дома. А дома меня ждут новые дела, ждут многие терабайты отснятого видеоматериала, который нужно обрабатывать, монтировать, публиковать. И дальше начинается тоскливое ожидание следующего похода. Потому что походы, они, в сути дела, уже запланированы на много лет вперед. Я точно знаю, что уже завтра или буквально, когда я сяду в поезд, я начну корить себя за то, что вот я уехал досрочно. Мог бы остаться, мог бы здесь прожить еще несколько дней. Но уже настрой другой. Поход уже закончился. И так происходит каждый год. Вот в этом походе я понял, что длительные походы – это все-таки зло. Потому что от длительного отдыха тоже устаешь. Тоже нужно делать перерывы от отдыха на отдых. Я думаю, что оптимальнее будет проводить 2 похода за лето. Ну, примерно по 3-4 недели. Ну, скажем, числа с 15-20 июня отправиться куда-нибудь на юг, скажем, на Ладогу или на Онегу. Потом приехать домой, как говорится, помыться, побриться, собраться и через несколько дней отправиться уже на север Карелии или на Кольский, на Белое море. Еще хочу возобновить традицию открытия сезона, первомайские походы. Давным-давно уже, сколько лет я все собираюсь выбраться в начале мая на какой-нибудь маленький походик, какую-нибудь небольшую речку, как когда-то мы делали с Олегом. Но все что-то никак не получается. Так что, видать, не буду я себя мучить вот этим выбором, остаться здесь или уехать домой. Поеду-ка я домой. Потому что все, что должно было здесь произойти, уже произошло. И просто нет смысла оставаться. Запомните просто такое выражение. Земля такая большая, а жизнь такая маленькая. Не стоит всю эту жизнь торчать на одном месте.
планируйте, мечтайте, ходите в походы. Палатка или байдарка гораздо лучше, чем самый крутой iPhone, потому что позволяет хотя бы ненадолго отдохнуть от городской суеты и почувствовать себя наедине с природой. Спасибо, что смотрите мои длинные тоскливые ролики. Надеюсь, следующие будут интереснее. С вами был Виктор Рогов. Записано на озере Энгозеро в конце августа 2017 года. Удачи на воде!